Ребята, всем привет! Великий советский пианист Святослав Теофилович Рихтер чудом уцелел в годы сталинских чисток, стал первым в СССР обладателем премии Грэмми. И до сегодняшних дней считается одним из самых выдающихся исполнителей 20 века. Безусловно, у него были свои любимые композиторы, о которых он писал и рассказывал, а также писал о том, как играть любимых и нелюбимых, классиков, романтиков, импрессионистов и не только. Как раз об этом в данном видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Цитата Рихтера. «Объективно, Моцарт и Стравинский самые великие. Их техника совершенна. Моцарт в козе фан тутте, Стравинский в симфонии псалмов. Breaks Progress открыли что-то наподобие философского камня. Моцарт в XVIII веке предвосхитил Дебюсси. Стравинский из XX века вернулся к добаховской музыке. Джезуальдо, Монтеверди. Но в человеке побеждает субъективное. Для меня это Вагнер, Шопен, Дебюсси. Их последовательность я все время меняю, зависит от случая. Сам Стравинский, призывая к объективности, вдруг начинает клеймить Вагнера и все портит. А Дебюсси называл Бетховена варваром. Это и не субъективно, и не объективно. Это просто распущенность. Прокофьеву не давал покоя Рахманинов. Рахманинова все пинают, дошли до того, что говорят: «Ну этот, из прошлого века». Стравинский вспоминает, что носил Рахманинову мед. Больше ему сказать о нем нечего. Так как же играть классиков, романтиков, импрессионистов и не только по Рихтеру? Итак, Бах больше, чем какой-либо другой композитор, допускает различные истолкования. Когда меня спрашивают, не мог ли бы я выступить через 5 дней там-то, я пользуюсь случаем и пристраиваю к старой программе еще не игранную мной сонату, например, сонату Гайдна, а она никогда не окажется лишней. Его нет ни в детстве, ни в юности, ни в старости. Я искал, но нигде не нашел. Я уж не знаю, где теперь искать. Апассионату играл всегда с опаской. Соната труднейшая и, несмотря на всю популярность, своего рода сфинкс. В ней, как мне кажется, все происходит ночью. Здесь и ночное предгрозье, и мерцание звезд, и нечто космическое в финале. Голоса, перекликающиеся в пространстве. По сравнению с Бахом, Скарлатти выглядит жалко, хотя и сотворил несколько драгоценных вещиц. Шопена надо играть так, чтобы получилось нечто неожиданное. Тогда будет хорошо. У меня антипатия к слишком часто исполняемым произведениям. Стоит упомянуть при мне сонату си бемоль минор Шопена, как мне сразу становится тошно, а ведь соната гениальная. В пианизме очень много от театра. Возьмите сонату Листа. Первое – пам. Надо выйти на сцену и не начинать, пока не досчитаешь до 30. Тогда можно пам. Тут уже не только театр, но и мистика. В Италии было очень жарко, я нервничал и досчитал только до 27. И все полетело в тартарары. В 32-й сонате Бетховена наоборот. На рояль надо наброситься, не успев сесть, как оглашенный. Только Брамс смог такое написать. Так неудобно. А у Шумана фантазии. Эти скачки. Какое-то проклятие. Я знаю, как их буду играть. Надо зажмуриться. Хотите пари? 9 раз сыграю со светом и смажу. А в темноте у меня получится. А ведь дух Шуберта самый послушный, самый особенный. Он приносит другое время. Мы его абсолютно не знаем. Жаль, нет пива. А так бы у нас получился Брамс. Пиво и сосиски – это Брамс. Очень важно мужское и женское. В Брамсе какая-то середина. Он как пуп земли. Дебюсси нисколько не уступает самым значительным композиторам. Он равен Моцарту, равен Шопену. Прямая линия. Моцарт, Шопен, Дебюсси. Равель замечательный композитор, искусный, утонченный, но Дебюсси гений. А все-таки Рахманинов держится после Прокофьева, особенно этюды картины, хотя Прокофьев и относился к ним свысока.
помню его слова. Ну вот, вы опять будете играть на бис эти какашки. Они все же могут постоять за себя. Шостакович, в сущности, наследник Бетховена через Малера и Чайковского. Я с большим трудом воспринимал присутствие Шостаковича. У меня начинали дрожать ноги. Он был слишком дерганный и страшный неврастенник. Гений. Но тоже совершенно сумасшедший. А чего же я сказал «тоже»? Я ведь не сумасшедший, я совсем нормальный, между прочим. Может, и мне хотелось бы быть сумасшедшим. Так всегда бывает. Логика Бартака настолько необычна, что никогда не знаешь, как развернуться у него события. Каждый раз его вещи приходится учить как бы заново. Сам Мессиан сдержан, замкнут, похож скорее на священника. Я потом внимательно посмотрел ноты. 20 взглядов на младенца Иисуса. Кое-что проиграл. Это действительно очень трудно. Особенно запомнить все наизусть. Мне кажется, что неудобство исполнения, запоминания будет тормозом для распространения этих сочинений. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!